Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать вот такой элегантный, интересный топ ажурным узором в приятном таком нежно-бежевом цвете. Смотрите, я приближаю. Здесь такой листиками узорчик, незамысловатый, вяжется просто довольно. Вот. Ну и про цвет не буду говорить, такой нейтральный, подойдет всем. Узор будет стройнить, поскольку он вертикальной такой направленности имеет. Вот эти вертикальные полосочки ажурные очень эффектно смотрятся. Так, ну и давайте с вами поговорим про пряжу, которую я подобрала. У нас будет использоваться полухлопковая пряжа. Вот, и, в общем-то, узор несложный такой, состоит из двух схем. Два раппорта по одной схеме вяжутся, и боковые вот эти красивые вертикальные дорожки вяжутся по другой схеме. Но мы сегодня в данном мастер-классе будем рассматривать обе схемы, вязать, разбирать. И, конечно же, компоновка узоров будет сегодня озвучена аж на 8 размеров, девочки. До 56 размера будет составлено описание. Поэтому всем, кому приглянулась данная моделька, оставайтесь на канале. Далее будет более подробный разбор, как вязать данный топик. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этой красивой блузы я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Hobby. Это полухлопковая пряжа, 55% хлопок, 45 акрил. Цвет у меня 161, 50 грамм, 165 метров. Турецкая пряжа хорошего качества. Вот так выглядит ниточка. Приближаю вам, девочки. Видите, очень хорошие скруточки средней толщины. Спицы мы будем использовать 3,5. И вот такой у нас получается узорчик. Он состоит из двух мотивов. Правая вот часть и левая часть. Также у нас будет использоваться такое сочетание ажура и в самом изделии, да, которое мы будем сегодня с вами разбирать, вязать. Этот мотив будем рассматривать, как его вязать. Так, схемочка у нас довольно простая, несложная схема, средний уровень сложности, я бы так сказала. Ну и вот я вам приближаю, вот так она у нас выглядит, если вязать по схеме, которую они там предлагают. Но есть такая особенность, которую я обратила внимание уже после того, как связала образец. И я думаю, что вы тоже сейчас со мной согласитесь. Я приближу вам картинку. Мне кажется, что там вот эта часть немного по-другому связана. Не так, как предлагает схема. Так, или я, может, не так что-то понимаю, возможно. Вы знаете, ну, вот я никогда, честно сказать, еще вот, да, листиков я много вязала, но мне нравится этот вариант. Очень такой, знаете, необычный, скажем так, такой вариант. Я думаю, что эта схема заслуживает внимания, красиво смотрится, необычно. Так, давайте посмотрим на эту схему. Итак, у нас с вами вот так выглядит объяснение, пояснение к данной модели, да, и давайте я приближаю сейчас схема. У нас их две, как я уже говорила. И первая схема в виде листиков, вот эти два центральных мотива, да, и боковая дорожка ажурная, вертикальная,
вот по этой схеме вяжется. Так, делайте, девочки, скрин, кому нужно, смотрите. Значит, ну, отдельно ссылочку я дам на данные схемочки. Условные обозначения довольно простые. Сейчас еще приближу. Смотрите, вот этот значок, это 3 вместе, лицевой с наклоном влево, и вот этот зеркальный 3 вместе лицевой с наклоном вправо. В этой схеме он тоже также участвует, видите, да? Кружочек, как всегда, накид, пустая клеточка – это лицевая, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. И вот такая наклонная линия – это 2 вместе лицевой с наклоном влево. Так, и еще я хотела подчеркнуть, смотрите, вот раппорт узора у нас на 24 петлях для схемы номер 2. Это схема номер 2. И вот эти 3 петли, которые у нас идут с вами, первые, перед раппортом, будут у нас участвовать в узоре. И вот это слева тоже лицевая петля, тоже участвует в узоре для симметрии. И в моем описании, после того, как мы свяжем образец, я подробно об этом заостряю внимание, подробно об этом рассказываю. Что касается вот этих интересных таких моментов, которые почему-то, как мы привыкли, здесь у нас всегда слева направо читается лицевой ряд, да? Здесь он выделен, и он у нас бывает всегда нечетный. Здесь он на схеме выглядит как четный, 2, 4, видите, 6, 8. Я изменяю здесь как бы порядок их вот этого хода рядов и переделываю, как мы привыкли, девочки. У меня идет первый ряд, как положено, 2 равен 1 по данной схеме, 4 равен 3, 6 равен 5 и 8 равен 7. А первый ряд – это вспомогательный ряд, который, в принципе, мы повторять не будем. Раппорт узора будет 8 рядов и 24 петли в ширину. И вторая схема также я под нашу, как мы привыкли, да, воспринимать. Также 2 ряд – это у меня 1, 4 – это будет 3, и 6 по данной схеме мы будем вязать как 5. Да? Имейте это в виду. Это никак не влияет на узор. Но я хотела бы вам вот что сказать. Обратите внимание, смотрите, вот схема, да? Сейчас я вам открою и приближу. Обращаю внимание на последний вот этот ряд, самый высокий, да? В нашем случае это 7, по их схеме это 8. И смотрите, сколько здесь лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Видите, 6 справа, 6 слева, да, от нашего центра. А теперь я хочу вам показать, что я заметила. Вот эту девушку сейчас я приближу. Смотрите, девочки, здесь нет никаких 6. Вот заканчивается раппорт, да, последний ряд. Видите, между центральной и вот этой веточкой ажурной, конечно же, здесь никаких 6 лицевых нет. То есть я хочу сказать, что схема не соответствует узору. Да, визуально это как-то похоже, но схема не соответствует узору. И вот я вам сейчас покажу по спинке, там еще более это видно. Смотрите, по спинке, это тоже еще более видно, видите? Здесь нет 6 лицевых, девочки, нет. Поэтому этот узор немного не подходит под схему. Я не знаю, почему такая получилась путаница. Но что получилось, то получилось. Мы вяжем по той схеме, которую они приводят в своем описании. И вот так выглядит у нас выкройка. Здесь размеры приводятся в дюймах, девочки, в дюймах. Но не пугайтесь, все отлично я вам переведу, когда мы будем с вами смотреть объяснительную часть. После того, как свяжем образец и определим плотность, будет у нас участвовать эта выкройка в расчетах. Я вам подробнейшим образом там все расшифрую вот по данной выкройке. Просто визуально имейте в виду, что у нас
цельновязанный рукавчик такой, да, то есть мы здесь по скосу петельки будем добирать. И, в общем-то, у нас будет такое вот расширение. И, в общем, спущенный рукавчик получаться. Глубокий довольно вырез горловины попереду. Вот, все подробнейшим образом мы разберем, на какой высоте, какая ширина, сколько петелек на вырез горловины, да, сколько всего у нас будет добавляться петелек на тот или иной размер. Поэтому остаемся, смотрим дальше мастер-класс. До самого конца все нюансы разбираем. Итак, сейчас давайте с вами свяжем образец узора, но перед этим я покажу, как выглядит описание, которое мы с вами все время я выкладываю под видео для вашего удобства, девочки. Смотрите, разбор у нас сегодня будет размеров по данной выкройке 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Пряжу вы уже посмотрели. Я хочу сказать, что на данный топ понадобится, в зависимости от размера, от 300 до 450 грамм. Спицы мы используем 3,5. И я рекомендую для обвязки выреза горловины крючок 3,5. Плотность определяем в процессе вязания. Так. И, в общем, сейчас я вам покажу. Вот таким образом я распределяю петельки на узоры попетельно на разные размеры. Все здесь подробно расписано. Более детально смотрите в конце видео, где мы с вами определяем и количество петель. Я рассказываю, как это сделать, да, с помощью сантиметров, которые мы с вами измеряем, наши индивидуальные мерки, да, с помощью выкройки, в общем-то, и плотности вязания. Все мы с вами считаем попетельно. Так, и здесь подробно я все расписываю на все размеры. Последовательность узоров. Дальше я заостряю внимание на вертикальной плотности, зачем мы ее считаем и как мы ее применяем на практике. Я тоже поясняю довольно подробно. Так, ну и в общем вот это все вы прочитаете сами, да. Не буду я это все зачитывать, все здесь разобрано. И я надеюсь, все это доступно и понятно написано. Итак, давайте с вами приступим к вязанию образца. Для вязания будем использовать две схемочки, да. Значит, у нас будет вот эти боковые схемочки, 15 петель в раппорте. Ну, скажем так, ширина мотива 15 петель. И я переделала. Здесь видите, как интересно. Начало у нас вот так идет, потом, значит, в общем, я сделала, девочки, более понятно. Я сделала нулевой ряд, вспомогательный, скажем так, начинается, да. И затем у нас идет, как положено, первый ряд, да, третий ряд, пятый ряд. То есть мы вяжем изнаночные ряды, как смотрят петли. А здесь мы будем вязать вот именно так, как мы привыкли. Нечетные ряды у нас лицевые, а четные изнаночные. И для вот этой второй схемочки с листиками то же самое я переделала. Вспомогательный ряд, и затем идут раппорт. Повторяется 8 рядов в высоту. Здесь 6 рядов в высоту у первой схемы. И начинаем мы с первой схемы. Для образца набираем 44 петли. И смотрите, с чего они складываются. Значит, первый у нас идет 15 петелечек, это первая схема, вот эта нижняя. Затем 3 петли у нас положено сделать перед узором с листиками. Вот. Затем 24 петли, раппорт наш идет. Итого получается 42 петли плюс 2 кромочные, 44. И также мы будем располагать узор. Итак, повторяю, сейчас идет у нас вспомогательный ряд. И первое, что мы вяжем по схеме нижней маленькой, мотив на 15 петлях. Первую кромочную провязываем лицевой, я ее уже провязала, потом одела обратно. Так, далее вяжем 2 изнаночные, затем 3 лицевые. 1, 2, 3. Затем 2 изнаночные. 1, 2
лицевая, опять 2 изнаночные, 1, 2, плохо видно, и 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 изнаночные. Связали мотив, вспомогательный ряд мотива на 15 петлях. Далее вяжем по схеме верхней. И, как я уже сказала, вот эти петли 3 перед нашим раппортом на 24 петлях. Вяжем, первый у нас идет лицевая, 2 изнаночные. 1, 2. И после этого вяжем вспомогательный ряд. Сейчас я скажу, тут с лицевых много идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых, девочки, в вспомогательном ряду. 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем 2 изнаночные. 1, 2. Опять 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в раппорт заканчивается 2 изнаночными. 1, 2. Кромочную тоже вяжем изнаночной. Итак, это у нас был вспомогательный лицевой ряд. Изнаночный ряд мы свяжем, как смотрят петли, и встречаемся с вами в первом ряду. Итак, у нас с вами первый ряд. По схеме номер 1 вяжем первые 15 петель мотив. Значит, кромочную сняли, 2 изнаночные, накид, 3 лицевые с наклоном влево, накид. Затем вяжем 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, опять накид, 2 изнаночные. Связали мотив на 15 петлях, и далее у нас 24 петли идет раппорт. Первый ряд тоже. Не забываем про первые 3 петли, которые идут у нас по схеме перед узором, да? Вяжем лицевая, 2 изнаночные. И вот теперь начинаем вязать раппорт. 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я петли буду менять местами, поскольку вяжу бабушкины петли. Так, чтобы у меня первые 2 петли были за работой, а третью я накидывала поверх них вот так. И все 3 я провязываю лицевой. Затем делаю накид, лицевая, накид, 2 изнаночные, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. И 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее идут 2 изнаночные. Связали раппорт узора. Кромочные тоже изнаночные вяжем. Далее все четные ряды будет у нас вязаться, как смотрят петли, они являются изнаночными. Третий ряд вяжем. Мотив по схеме 1 на 15 петлях. Начинаем. 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Далее вяжем по схеме 2. 3 петли перед раппортом вяжем, лицевая, 2 изнаночные. И далее сам раппорт. Схема, так, третий ряд у нас, да? 4 лицевые. 1, 2, 3, 4.
Далее вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Петельки меняю местами. Первые 2 за работой, третья поверх них и вяжем 3 вместе лицевой. Накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 1, 2, затем 2 изнаночные. Далее вяжем 2 лицевые, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная, связали. Так, и 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. 5-й ряд. Схема первой вяжем на 15 петлях. Первые 2 изнаночные, 3 лицевые, 1, 2, 3, далее 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, далее у нас идут 3 лицевые и 2 изнаночные. Связали. Теперь переходим к схеме 2, 5-й ряд. Вяжем 3 петли перед раппортом, лицевая, 2 изнаночные. И далее 2 лицевые идут, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Я уже говорила, да, 2 петли за работой, 3 поверх них накидывается. Далее вяжем накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. По центру 2 изнаночные. И снова зеркалим 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Делаем накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, 2 изнаночные. Кромочную тоже вяжем изнаночные. Так, связали. Далее вяжем 6-й ряд, как смотрят петли, накид изнаночной провязью. И теперь хочу вам обратить внимание, у нас сейчас с вами должен быть 7-й ряд. В схеме 1 раппорт у нас всего 6 рядов, да? И мы с вами сейчас будем снова начинать с 1-го ряда, повторять раппорт, видите? С 1-го ряда. То есть, как бы они живут своей жизнью, схема 1 и схема 2. У них разные по высоте раппорта, ну и по ширине, и по высоте, поэтому вот так приходится. Ну, в принципе, схема 1 очень простая, мне кажется, ее наизусть скоро запомнить можно будет. Значит, вяжем 1-й ряд по схеме 1. 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 изнаночные. Связали. Теперь 7-й ряд, схемы 2 вяжем. 3 петли перед раппортом у нас идут с вами. Лицевая, 2 изнаночные. И начинается раппорт на 24 петельках. Вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняем петельки местами. 3 поверх первых 2. Затем вяжем накид, лицевая, накид, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 центральные изнаночные, 1, 2. И зеркалим. 6 лицевых опять, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Делаем накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево и 2 изнаночные, 1, 2. Связали раппорт, кромочная, изнаночная. Так, отлично. Далее вяжем 8-й ряд, как смотрят петли.
И получается, что мы с вами, девочки, связали уже раппорт по схеме 2 и уже по схеме 1 раппорт связали. Они очень, видите, такие небольшие раппортики, схемочка простенькая. Теперь у нас только повторы идут, да. Схема 2 у нас повтор идет с первого ряда, да, вот с первого ряда, моего первого ряда, не того, который здесь был нарисован, который мы с вами уже вязали. Вот. А по схеме 1 у нас уже будет третий ряд, то есть, сами понимаете, идем последовательно. Вяжем, повторяем раппорты в высоту. А в ширину мы с вами уже определились, как вяжем. Какая вам нужна высота, вы вяжете. Ну, приблизительно еще свяжите раппортик для себя. Да? Я для красоты образца, для его полноты все-таки свяжу, наверное, еще 2 раппортика в высоту. Вот, а затем мы с вами сделаем влажную тепловую обработку образца и расчет плотности. Делаем влажную тепловую обработку горячим паром. Я воздействую на наш образец и тяну его энергично в разные стороны. Так, вот таким образом. Хорошо, все, оставляем сохнуть. Измеряем ширину образца связанного. Прикладываем линеечку и смотрим. Так, вот у меня получается чуть-чуть, вот там 22 почти. Ну-ка еще разочек. Так. Выпрямляем наш образец и прикладываем линеечку. Да, девочки, 22. 22. Мы, значит, участвовало у нас 44 петли. Поделить на 22. 2. Получается в 1 сантиметре плотность 2 петли. Где же тут, интересно, моя ручка? В 1 сантиметре я запишу 2 петли. Умещается. И по вертикали то же самое. Давайте измеряем высоту нашего связанного образца. У меня это будет 16,5 сантиметров. И сколько рядов надо посчитать участвовало. Девочки, у меня, значит, 34 ряда задействовано в узоре, я посчитала. И помните, 2 вспомогательных у нас с вами было ряда. Поэтому получается 36 рядов поделить на 16,5 сантиметров наших измеренных. Но это явно 2,2. Округляем в сторону большего. Да? Получаем в 1 сантиметре по вертикали 2,2 ряда. Итак, сейчас нам эти цифры понадобятся для дальнейших расчетов. Сейчас будем смотреть выкройку. Вот так выглядит выкройка. Значит, будем мы с вами делать сегодня описание для очень большого количества размеров: 42, 44, 46, 48, 50, 52 и 54, 56. И выкройка довольно простая. Цельнокроенный небольшой рукав у нас такой, видите, идет, да? Здесь прибавочки сделаем. И длину, девочки, средняя длина будет, ее можно будет самим отрегулировать. Итак, начинаем мы, как всегда, с того, что у нас расчет петель идет по спинке и по переду. Начинаем со спинки. Они, в принципе, отличаются только глубиной выреза горловины, а так совершенно одинаково вяжутся. И на 42-44 у нас будет размерчик, ширина спинки 47 сантиметров. И, соответственно, поскольку мы, помните, в 1 сантиметре определили плотность 2 петли, мы будем устно с вами, давайте, умножать. 47 умножаем на плотность 2.
и получаем 94 петли у нас. На первый размер 42-44, второй размер 46, 51 сантиметр умножаем на 2, будет 102 петли. Третий размер 48-50, ширина спинки 57 сантиметров умножаем на 2, 114 петель. Далее 52 размер, ширина спинки 59 сантиметров умножаем на 2, 118 петель. И последний размер 54-56, ширина спинки 63 сантиметра и умножаем на 2, 126 петель. Теперь давайте распределим узоры. У нас участвует с вами две схемы. Первая схема на 15 петлях, вторая схема на 24 петлях, ширина мотива. Распределять я обычно делаю схематично, вот так черчу. Представьте, что это наш наборный ряд, да? И как вы видели по фотографии модели нашей, там в центре идут два раппорта по 24 петли. Рисуем 24, 24 по центру. Представьте, что это ваш наборный ряд, да? Центр взяли. Далее смотрим по схеме. Обязательно будем делать с вами вот эти 3 петли не случайно по схеме, мы их тоже вязали по схеме 2. 3 петли обязательно делаем, и 1 петля идет для симметрии после раппорта. Поэтому смотрите, 3 петли у нас идут перед раппортами, вот я ее поставила, и 1 петля идет после наших 2 раппортов по центру. Все это вот пока центр. Скомпоновали центр, и дальше, как вы видели, идет схема на 15 петлях, схема 1, которую мы тоже вязали. Я рисую справа, слева симметрично, да? И остается 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. И сейчас мы посчитаем с вами, сколько же петель у нас не хватает. Итак, наша композиция полностью составлена. И мы считаем, сколько она занимает петель. Значит, считаем. 24, 24 это 48. Плюс 4 петли мы берем для симметрии. 3 справа, 1 слева, да? Плюс 2 раппорта по 15 петель. То есть это 30. Получаем 82 петли и, соответственно, 2 кромочные. Плюс 2. Это 84 петли уже у нас задействовано. А надо, чтобы было 94 петли. 10 петель не хватает. Предлагаю 5 петель лицевых добавить справа и 5 лицевых слева. Вот таким образом, девочки, будет у нас с вами распределяться наши петли на первый размер. Второй размер. Смотрим внимательно. Второй размер у нас с вами 102 петли. Здесь было 94, да? Давайте также с вами нарисуем. Здесь, ну, можно даже устно посчитать. Давайте 102 отнять 94. Получаем 8 петель разница. То есть 4 петли добавляем лицевые справа, 4 петли лицевые слева. Получается 9 петелек у нас будет к нашей композиции добавляться. То есть этих лицевых уже нет. Мы сейчас говорим с вами про 46 размер. И у нас 9 петель. Мы еще не знаем, как их, в принципе, распределить. Я предлагаю, девочки, такой вариант. Смотрите, если мы смотрим на схему 1, то мы видим с вами, что ее можно, в принципе, эту схему, эту композицию, она у нас из 2 частей состоит, по центру идет лицевая петля, да? И мы, в принципе, можем ее разделить на 2 симметричные, совершенно одинаковые половинки, которая займет по 7 петель. 7 петель справа, 7 петель слева. В общем, меня сейчас в данный момент интересует вот эта вот половинка на 7 петлях первых. Вот это вот. Я предлагаю вот эти 9 петель заменить
на 7 петель вот этих по схеме 1, первые 7 петель по схеме 1, ну и 2 лицевые добавить справа и слева. То есть, смотрите, в описании под видео я все это дело подробно распишу на каждый размер компоновку узор. Сейчас я вам объясняю, что это будет то же самое, компоновка основных мотивов наших, как и для первого размера я вам объясняла. Единственное, здесь будет 7 петель сразу после вот этого, значит, 7 петель первых по схеме 1 и 2 лицевые. То есть это 9 петель равно 7 петель по схеме номер 1 плюс 2 лицевые. И справа также будет, и слева, соответственно. И равно это все прибавке 9 петель. Так, следующее. Смотрите, у нас идет 114 петель. Центральная компоновка на 84 петельках остается. Считаем. 114 отнять 84. 114 отнять 84. 30 петель будет у нас добавляться. То есть по 15 справа, по 15 слева. Да? Ну и поскольку, девочки, мы видим здесь, это идеальное у нас получается сочетание. У нас ведь целая схема 1, мотив составляет как раз 15 петель. Вот мы их и добавляем. То есть на наш с вами 48-50 размер компоновка узоров будет выглядеть следующим образом. Рисую схематично. То есть 2 по 24, 2 раппорта по 24, 3 петли справа, 1 петля слева, ну по схеме номер 2, да. Далее у нас идут с вами подряд 2 раппорта по 15 петель и кромочная. 15 и 15 и 1 кромочная. Вот таким образом располагаем узоры. Начинаем с 1 кромочной, 2 подряд раппорта по схеме 1 на 15 петлях. Затем переходим к схеме 2, вяжем 3 петли перед раппортами, затем 2 подряд раппорта, 1 петля для симметрии за раппортами по схеме номер 2, повторюсь. Завершаем все 2 раппортами схемы 1 и кромочной. Вот таким образом. Так, теперь что касается 52 размера. У нас 118 петель и у нас, собственно, 4 петли не хватает. Да? Давайте, это та же самая компоновка, а 4 петли добавляем 2 лицевые справа и 2 лицевые слева. Так, на 52 размер решаем, значит, прибавку этих 4 петель. И остается у нас 3 размер 54-56. Тоже будем решать вопрос за счет прибавки лицевых петель. Сколько прибавить лицевых справа и слева, крайние правая и левая, да? Сейчас посчитаем. Итак, 126 петель всего у нас набирается на 54-56 размер. И мы отнимаем предыдущие 118, да, получаем 8 петель не достает, то есть 4 петли справа, 4 петли слева. И таким образом вместо 2 напишем 6 лицевых. Смотрите, девочки, начинаем с кромочной, 6 лицевых и далее вяжем вот так, так, так. И все это завершаем тоже 6 лицевыми и кромочной. Это на самый большой размер. Распределили узоры, все хорошо. Вяжем мы их в длину. Значит, и вот здесь у нас высота, которая, в общем-то, у меня, конечно, она будет указана в описании под видео, но я вам хочу сказать, что эту высоту вы, в принципе, можете индивидуально определить, то есть исходя из ваших желаний, какой длины вы хотите видеть свой джемпер. То есть, смотрите, у меня вот по схеме я перевела, вообще, как вы заметили, на выкройке стоят размеры в дюймах. Перевод из дюймов в сантиметры – это умножение числа в дюймах на коэффициент 2,54. То есть, смотрите, вот у меня стоит длина по выкройке
до того, как начнется скос рукава. 14 на первый размер 14 дюймов. 14 дюймов мне надо перевести в сантиметры. Для этого я 14 умножаю на коэффициент 2,54. Получается, вот видите, 35,5 сантиметров. И наша плотность с вами по вертикали в 1 сантиметре составляет 2,2 ряда. И теперь эту величину в сантиметрах мы также переведем с вами в ряды. Умножим на плотность 2,2. Получается 78 рядов, девочки. То есть вы также для себя эту, пожалуйста, величину определите. Я, конечно же, делаю эту вот величину общей 35,5 на все размеры, да, и у меня будет изменяться только ширина рукава в зависимости от размера. А вот эту длину до начала скоса рукава вы, пожалуйста, решите самостоятельно. Возможно, вам подойдет моя величина, которую я буду в описании. Но просто рост у нас у всех разный. Кто-то высокий, кто-то низкий, да, по росту. Поэтому, пожалуйста, это вот такая усредненный такой показатель по выкройке, которая приводится к данной модели. То есть это родная выкройка с этого журнала. Так, и в итоге, смотрите, у меня длина общая изделия получается на первый размер 42-44 59,5, потом идет на 46 60,5, то есть на сантиметр увеличивается от размера к размеру. На самый большой вот у меня 63,5 уже получилось, да? Так, далее давайте посчитаем, сколько петелек у нас на вырез горловины. И мы прежде всего переводим 11 дюймов, здесь стоит величина, переводим в сантиметры. 11 дюймов я умножаю на не плотность, а на коэффициент 2,54, получаю, смотрите, получаю в сантиметрах величина 28. Мы округляем, конечно же, 28 сантиметров. И 28 сантиметров я умножаю на нашу плотность по горизонтали 2. Получаю 56 петель. Девочки, на вырез горловины на все размеры по выкройке автор считает, что должно вот быть одна величина на все размеры. 56 петель у нас получается. Так, далее. Здесь у нас цельновязанный рукав, как вы видели. Он очень маленький, небольшой, такой спущенный получается. И мы с вами делаем прибавки. Я уже посмотрела по дюймам. У меня вот тут, в общем, вот этот скос будет около 7 сантиметров. То есть это где-то 14 рядов, да? Вот на высоте этих сантиметров, на высоту этих 14 рядов надо сделать 16 прибавок. В каждом ряду прибавляем по петле справа, по петле слева. И выходим на показатели, общие показатели по плечу будут они, значит, добавляться, да? Смотрите, у меня я плечо определила на все размеры, ну, путем вычисления нехитрого. Общую величину, давайте на примере первого размера покажу. Общая величина у нас на 42-44, вот 94 петли мы набираем, да? Отнимаю я вырез горловины 56 петель, и получается на плечи остается 38 петель. У нас два плеча делю на 2, получается 19 петель на каждое плечо. И как вы видели, у нас идут на каждый рукав по 16 прибавок, то есть 19 плюс 16. Получается плечо вместе с рукавом, как бы они, да, сливаются всего на первый размер. Каждое плечо 35 петель. Видите, 35 петель, да? И общую величину прибавок тоже легко определить. Смотрите, то есть было у нас 94 петли, и мы с двух сторон прибавили по 16 петель. Общая ширина вот в этой части нашего джемпера будет, сейчас скажу, 94 прибавить. 94 мы прибавляем 32 петли. То есть с двух сторон скос совершили, прибавили 16 петель. Получаем, должно получиться в итоге
26 петель, девочки, для первого размера. Аналогично считаете, то есть вот в этой части, да, 126 петель это первый размер. Вы также аналогично считаете, сколько у вас будет здесь петель на все другие размеры. У меня все это в описании будет, я просто не хочу загружать лишней информации в видео, да. Так, дальше. И из них определяете также, сколько у вас придется вот на эту часть, то есть плечо с рукавом объединенное. 126 отнимать 56, да, ну, 126 отнять 56, получается 70, да, 70 делим на 2, 35 петель те же самые, да. Проверку прошли, на каждое плечо с рукавом 35 петель. Это первый размер. Аналогично определяйте для своих размеров, девочки. Я просто объясняю, откуда берутся эти цифры, которые вы увидите в описании. Теперь далее. Как я уже говорила, у нас спинка от переда отличается глубиной выреза. Здесь вырез 12 сантиметров. Я уже перевела вот эти дюймы. 5 у них стоит глубина. 5 умножила на 2,54. 12 сантиметров получилась глубина выреза. Поэтому я сейчас не буду говорить, сколько там, очень долго это все. Я тоже высоту определяю по описанию, пишу вам. То есть вот эту величину от начала вязания до выреза горловины у меня стоит высота, которую я указываю вначале в сантиметрах, а затем перевожу их в ряды. Как перевести в ряды, я вам уже показала. Любую вертикальную величину, которая стоит у вас на выкройке, да, вы умножаете на нашу плотность по вертикали. Вот мы определяли 2 и 2 ряда. Зачем? Зачем переводить в ряды, объясняю. После стирки изделие вытягивается. Любое трикотажное вязаное изделие тянется. Чтобы исключить величину того, что мы планировали, предположим, там 60 сантиметров в длину джемпера, она у нас получилась 70, чтобы это исключить, люди придумали, мастерицы, вот такие понятия, как плотность. И ее применяют очень успешно на практике. То есть, девочки, когда вы вяжете, вы должны не сантиметрами измерять свое вязаное полотно, да, а рядами. То есть, вот предположим, здесь вот давайте для первого размера определим. Ну, смотрите, вот у нас общая высота, я здесь выписала, 59,5, да, то есть 59,5 сантиметров. Отнять вырез горловины 12 сантиметров. Получается на высоте 47,5 сантиметров. То есть вот я здесь пишу. Мы эту величину сантиметров должны формировать. Значит, на этой высоте у нас будет формироваться вырез горловины. Но это очень хорошо, что мы знаем, сколько сантиметров, но мы эту величину должны умножить на плотность 2,2 и получить вот такую величину, как 104 ряда. Я пишу равно 104 ряда. Когда будем вязать, и в описании будет также у меня указано, вяжем на наше вязаное полотно на высоту 104 ряда. На высоте 104 ряда начинаем формировать вырез горловины. И далее там я расписываю, закрываем средние петли, и затем обе половины вяжем раздельно, да, и для скругления тоже определенное количество петель убавки делаем. Все это я буду расписывать в описании, и всегда это обычно так вяжется. Я сейчас так подробно объясняю для девочек, которые как бы имеют мало опыта вязания, для, так сказать, старожилов, которые уже умеют хорошо вязать. Эти мои все рассказы не актуальны, они им не нужны. Девочки и так все знают, да? А вот для новичков я вот так хочу вам немного объяснить, откуда берутся те самые цифры, которые вы увидите в описании под видео, которые я рассчитывала индивидуально. Вот. И в заключение хотела бы сказать, что при сборке делаем швы по плечам, да, и обвязываем вырез горловины крючком, столбиком без накида одним рядом, таким малозаметным, но который полотно как бы подсобирает, да, так делает его красивым оформлением. Так, я надеюсь, что все мои объяснения, которые касались плотности, вот этих всех определений петель, откуда они берутся, вам стали понятны. Обязательно ставьте свои размеры по этим меркам, да, и, в общем-то, пересчитывайте аналогично тем действиям, которые проделала сейчас на ваших глазах я.
По узорам я тоже все подробно вам рассказала, схематично изобразила, объясняла, да. Надеюсь, что все понятно, мои хорошие. До новых встреч. Желаю вам удачи. Не забывайте, что описание выложено под видео.